Всем привет, с вами Димон, и в этом видео я хочу представить вам свой мини-мод, который я назвал Big Empire, Большая империя, для игры под названием Rim Total War версии 1.5. Суть этого мода, что на карту оригинальной игры была добавлена 51 провинция, и сам мод представлен в 3 вариантах. В первом варианте мода все добавленные провинции раскиданы между всеми фракциями. Во втором варианте 51 город, за исключением 2, добавлен повстанцам. А в третьем варианте повстанцам добавлено 44 провинции, а остальные 7 отданы 3 фракциям. Установка этого мода довольно простая, и сам мод можно будет запустить в режиме обычной провинциальной кампании, которая ничем не будет отличаться от оригинала большой кампании. И сейчас в кратком обзоре первого варианта мода по всем фракциям я и покажу все те провинции, которые я добавил. Выбираем Big Empire и видим, что на выбор представлены все 20 фракций. И поскольку провинции я не добавлял семье Юлиев, семье Брутов и Сенату и гражданам Рима, свой краткий обзор добавленных мною провинций я начну с дома Сципионов. Как вы видите, при игре в данном моде для римских фракций все так же соблюдены задания Сената, так что, повторяюсь, данный мини-мод ничем не отличается от большой кампании. Разница лишь в том, что вместо 103 городов, которые есть в оригинале Рима, на карте кампании теперь 154 города. Итак, смотрим Сципионов. Ими я добавил всего одну провинцию, Самний, с городом Бавиан. Македонцам я добавил 3 провинции: Боттия с городом Пелла, Эдония с городом Амфиполь и Дардания с городом Скупи. Египту я добавил всего лишь одну провинцию: земля Набатеев с городом Етриб. Селевкидам я добавил 3 провинции: Памфилия с городом Сиде, Ликаония, город Иконий, а также Месопотамия с городом Хитум. Карфагену я также добавил 3 провинции: земли Масилов с городом Капса, Сиртика с городом Такапес, а также Корсика с городом Алалия. Для данного варианта мода провинции Сардиния я изменил количество населения 700 человек на 1500, а также добавил постройку. Парфян изменения коснулись чуть больше, чем остальных, потому что я забрал у них стартовую провинцию Сакия, отдав ее скифам, но вместо этого дал парфянам 4 провинции: земля Парнов с городом поселения Парнов, пустынная Аравия с городом Гера, Адиабена с городом Арбелла, а также Великая Мидия с городом Экбатана. Понтийскому царству я добавил всего лишь 2 провинции. Одна из них Малая Армения с городом Трапезунд, а вторая Коммагена с городом Самосата. У галлов также добавлено 3 провинции: земля Эдуев с городом Бибракта, Реций, Курия Риторум, а также земля Вибисков с городом Бурдигала. Германцам я добавил самое большое количество провинций: земля Ютов, поселение Ютов, земля Данов с городом поселения Данов, земля Свионов с городом поселения Свионов,
земля гутов, поселение гутов, а также земля квадов, поселение квадов и земля склавенов с городом поселения склавенов. У беритов добавлено всего лишь 2 провинции, земля думнонов с городом Иска, а также земля пиктов, поселение пиктов. В Армении также 2 провинции, одна из них Албания Кавказская с городом Кабалак и Софена с городом Арджа-Машад. Дакийцам добавлено 3 провинции, земля скардисков Сингендун, земля беревков Сербинум, а также Верхняя Паннония с городом Виндабона. Грекам я также добавил 6 провинций: Факида с городом Дельфы, Евбея с городом Халкида, Лесбос с городом Митилена, Пафлагония с городом Гераклея Понтийская, а также Киммерия, Пантикопей и земля синдов с городом Фанагория. Нумидии я добавил 4 провинции: земля Масисилов с городом Сига, Фазания, Цидам, земля Мавров, Волюбилис, а также земля берберов, поселение берберов. Скифам добавлены также 4 провинции. Одна из них земля Саков с городом Сакия, которую я отобрал у Парфии. Земля Роксоланов с городом Гелон. Земля Аорсов, поселение Аорсов. И земля Сираков с городом поселения Сираков. Испанцам я добавил всего 2 провинции. Земля Васконов с городом Помпилона, а также земля Карпитанов с городом Толетум. Им также добавлено всего лишь 2 провинции: земля фракийцев с городом Одессос, а также земля далматов Ядер. Ну и последней фракцией, которой я добавил провинцию, являются повстанцы, которые завершают обзор добавленных городов. Им я добавил провинцию Аккад с городом Вавилон, так как я хотел, чтобы он был выполнен в восточном стиле. А так можно будет посмотреть полностью на всю карту. При добавлении новых провинций я старался по максимуму не нарушить стартовый баланс. В добавленных городах находятся не слишком сильные гарнизоны, количество населения выставлено благоразумное, чтобы оно как можно меньше повлияло на стартовый расклад. Единственное, что все фракции начинают кампанию с большим количеством городов, а значит с большим количеством денег, благодаря чему они более успешнее и быстрее развиваются. И потеря 1-2 городов на старте кампании менее пагубно отразится на их развитии. Но для тех, кому не понравится идея с распределением добавленных городов между фракциями, я предусмотрел второй вариант мода. Практически все добавленные провинции отданы повстанцам. Исключением является только Самний с городом Бавиан, который я оставил у Сципионов, чтобы не ломать им стартовый расклад, касаемый заданий Сената. А также германцам оставил земли Свионов лишь с той целью, чтобы германцы, когда они обзаведутся флотом, была возможность захватить добавленные островные провинции. А так в целом все осталось без изменений. В третьем варианте мода повстанцам отдано 44 провинции, за Сципионами также закреплен Самний с городом Бавиан,
германцам ввиду того, что для ИИ крайне проблематично захватить островные провинции. Поэтому, помимо поселения Сионов, остальные 3 островные провинции также со старта отданы германцам. Единственное, что население в них выставлено по минимуму, чтобы оно не давало германцам со старта перевеса в живой силе. И еще 2 островные провинции я закрепил за греками, Халкиду и Митилену, так как, повторюсь, для искусственного интеллекта крайне проблематично захватывать островные провинции. Поэтому я также со старта отдал их грекам и также, как и у германцев, установил минимальное количество населения.